Следующий принципиально важный вопрос и для выбора пути развития, и для понимания сути эзотерики — это что такое уровень развития человека и что такое уровень школы. Данный показатель не является общепринятым, но на самом деле он наиболее важен с точки зрения достижения тех или иных результатов в жизни, там, успеха или чего-либо еще. Да, если брать в первом приближении, как выглядят уровни. То есть уровень — это набор требований, там, убеждений, качеств, навыков, да, все, что есть в человеке, который в конечном итоге или позволяет, или не позволяет человеку решать определенные задачи. Да. Самый первый, самый простой уровень — это работа руками. Не нужно решать сложные задачи, там, договариваться с людьми, управлять процессами. Уровень возможностей доходов, как правило, ниже среднего. Второй уровень — это начальный уровень предпринимательства, где-то программисты, да, начальные, более сложные задачи, и как-то нужно управлять людьми, средний уровень доходов. Следующая ступенька, где для первого-второго уровня — это религия, духовность, но более в упрощенном виде. Третий уровень и выше — это эзотерика, да, более сложные вопросы. Третий уровень в первом приближении образно — это воин. Человек, который бесстрашен, и в мир иной ему не страшно переходить, потому что в медитации он это уже делал много раз. И у него нет страха начинать новое дело, проходить какие-либо рискованные, сложные, напряженные ситуации. А кто боится, да, это делать, тот не может войти в бизнес или в какую-то другую сферу. Здесь уровень возможностей, да, и доходов, положения в обществе выше среднего. Это лидеры. Следующий уровень, да, четвертый, это уже там миллионеры. Пятый — это уровень миллиардеров. Да, то есть это в конечном итоге сложное сознание. Сколько много знаний, качеств, навыков, да, в сознании одного человека помещается. Миллионер 30-40 профессий осваивает за жизнь, потому что он должен управлять множеством задач и состыковывать это в одно целое. Поэтому если человек ставит цель достижения успеха, то перед ним должна стоять задача постоянное повышение своего общего уровня развития. И, соответственно, нужно искать школы, которые решают эту задачу. Да, потому что если сознание человека не подготовлено по мощности, по скорости, более высокую информацию он слышит, но не может ее реализовать, не понимает, не успевает и пользоваться учебной информацией, и реагировать на происходящие в жизни события. Поэтому каждый занимает ту нишу в обществе, которая соответствует скорости его мышления, способности анализировать и принимать решения. Поэтому для успеха нужно целенаправленно повышать свой уровень и искать соответствующие школы. С другой стороны, да, если вы посмотрите на ситуацию с точки зрения там, высших сил, зачем душа воплощается на Земле? Это примерно как там желудь посадили, прошло время, вырос там огромный дуб. Точно так же душа, у нее есть потенциал, и она воплощается множество раз на Земле. Для чего? Чтобы этот потенциал раскрыть максимально полно. Это и есть пошаговое движение по уровням развития. Да, пока программа обучения на Земле не будет завершена. И если целенаправленная программа роста по уровню не будет включена, то, грубо говоря, человек на одном уровне может висеть множество воплощений, пока карма не скажет: ну надоел, иди в мир животных, включай скорость, потому что там не очень комфортно, и начинай двигаться вверх. Да? То есть одно из основных предназначений человека на Земле — это и есть целенаправленное развитие. И если человек высокодуховный, да, то это один из мотивов, который ведет его по жизни. Можно по-другому сказать. Если вы хотите стать духовным человеком, то это должно стать одним из ключевых мотивов, который ведет человека по жизни. Постоянное развитие, совершенствование, значит, каждый день становиться сильнее, умнее, лучше. Каждый день наращивать свою силу и увеличивать свои возможности, да, во всех сферах своей жизни. И возможности, и счастье, да, те состояния, которые вы испытываете, чувства, которые вы испытываете.
Да? Там, где вот такого четкого определения уровней нет, да, не видно, там человек не может, ну, по крайней мере, получить с точки зрения развития и изменения судьбы к лучшему максимум благ и максимум возможностей. Да. Наши курсы, да, наша школа, если мы говорим об эзотерике, это 3-й, 4-й уровень развития. Начинаем 3-й и дальше, насколько человек может подняться. Да. Вот курсы «Основные духовные практики», они вводят человека в этот мир, дают возможности к изменению себя и своей судьбы к лучшему по всем составляющим, из чего состоит человек и судьба. С уровнями человека, надеюсь, в первом приближении, понятно, это на порядок более объемная тема, да, и человек становится мастером, когда он с первого взгляда может то, что он видит в тонком мире, там различные системы, атрибуты, различные признаки, определять, кто перед вами. Это равный, это тот, у кого нужно учиться, да, более сильный, или человек, ну, собственно, ничего нового он вам не скажет, да, потому что то, что он сейчас знает и умеет, вы прошли там 10 воплощений, предположим, назад. Да? Поэтому с уровнями в двух словах человека определились. Уровни школ, надеюсь, тоже понятно, это до какой высоты школа может человека поднимать. Да? Чаще всего это прописывается в целевых установках, ну где-то в виде красивых фраз, но по большому счету какая высота. Да? Если наше направление 3-й, 4-й и выше, это дальше зависит от самого человека, с какой скоростью он движется по жизни. Невысокие школы, они ограничиваются мелкими вопросами и отдельными деталями. Да, скажем, есть школы, без обид, но там несколько лет изучать свойства воды, конечно, можно, но фактически это достаточно одного занятия, там, 1 часа, чтобы понять, что такое вода полезная или бесполезная или вредная. Да, то есть то, что человек изучает, оно должно быть рациональным. Вот насколько это влияет на развитие, насколько это влияет на судьбу, вот столько этому нужно уделять внимание в своей жизни. Надеюсь, что данный ролик поможет ставить правильные цели. Да? Один из критериев постановки правильных целей по развитию и правильный выбор делать. Спасибо, успехов!